воздухе предрассветного утра всегда есть особая, почти молитвенная тишина. Для Шайлы Марш эта тишина на протяжении всей ее жизни была наполнена лучшими звуками на свете. Тихим фырканьем, мерным поскрипыванием деревянных загонов, шуршанием сухой соломы и едва уловимым, родным запахом кожаной упряжи и свежего сена. Шайла пришла работать на ипподром еще в 1921 году. В те далекие времена она была совсем юной девушкой с горячим сердцем и неуемной любовью к животным. Для многих людей лошади были лишь грациозной рабочей силой, спортивными снарядами или предметом роскоши. Но для Шайлы они с самого первого дня стали кем-то значительно большим — братьями, молчаливыми мудрецами, способными чувствовать человеческую душу без единого слова. Десятилетия сменяли друг друга, менялся мир вокруг, но привязанность Шайлы к лошадям оставалась неизменной. На ее ладонях образовались мозоли от поводьев. Волосы постепенно тронуло иней седины, но взгляд оставался таким же светлым и полным нежности всякий раз, когда она касалась бархатного лошадиного носа. Через ее заботливые руки прошли сотни коней, но истинная встреча всей ее жизни ждала ее впереди. Когда Шайла впервые увидела Бронвен, то и было 7 лет. Это была удивительная лошадь, с глазами, в которых, казалось, отражался весь покой вековых дубрав и гордым, но нежным нравом. Между 77-летней женщиной и 7-летней кобылицей моментально возникла та редкая, невидимая нить, которую невозможно объяснить законами логики. Шайла взяла на себя заботу о Бронвен и растила ее, отдавая всю теплоту своего сердца. Они пробыли вместе почти 20 лет. 20 лет ежедневных прогулок, тихих разговоров на рассвете, заварного чая в старой конюшне и доверчивых прикосновений. Бронвен знала шаг своей хозяйки издалека. Стоило Шайле только появиться на дорожке, ведущей к загону, как Бронвен подставляла уши и тихо радостно ржала, приветствуя своего верного друга. Они понимали друг друга с полувзгляда. Если Шайле было грустно, Бронвен тихо положила бы свою тяжелую, но нежную голову ей на плечо, замирая в молчаливом сочувствии. Для Шайлы Бронвен была не просто питомцем, она была ее душой, ее самым близким и преданным существом. Судьба не спрашивает разрешения, когда приносит суровые испытания. На 77-м году жизни здоровье Шайлы пошатнулось. Сначала появились легкая усталость и слабость, которым привыкшая к труду женщина не придала значения. Но вскоре пришел страшный, непреклонный диагноз – онкологическое заболевание на последней неизлечимой стадии. Болезнь развивалась стремительно. Шайле пришлось покинуть любимый ипподром, зеленые луга и прохладную свежесть конюшен. Ее новым миром стала больничная палата, стерильное белое пространство, где вместо привычного фырканья коней звучал лишь мерный гул медицинских приборов да тихий шаг дежурных медсестер. С каждым днем силы покидали Шайлу. Тело угасало, но разум и сердце продолжали рваться туда, где осталась вся ее жизнь. В длинные тягучие больничные ночи, когда боль становилась особенно острой, она закрывала глаза и представляла, как идет по мягкой траве, а рядом идет Бронвен, касаясь ее руки теплыми губами. Рядом с Шайлой постоянно находилась ее дочь Тина. С болью в сердце Тина наблюдала, как уходит ее мать. Но больше всего дочь поражала не физическое увядание Шайлы, а та тихая, глубокая тоска, которая застыла в ее глазах. Мать не боялась смерти. Единственное, что жгло ее душу, это невозможность попрощаться с той, с кем она разделяла последние 20 лет своей жизни. «Доченька», — тихо, почти шепотом говорила Шайла, с трудом переводя дыхание. «Я так хочу увидеть Бронвен. Хотя бы один, самый последний раз». Тина понимала,
Времени оставалось совсем мало. Дни Шайлы были сочтены, и с каждым восходом солнца мама все больше погружалась в забытье. Видя, как угасает мать, Тина решилась на шаг, который на первый взгляд казался безумным и невозможным. В больнице действовали строгие санитарные правила, инструкции и протоколы. Пустить животное, да еще и огромную лошадь, на территорию медицинского учреждения казалось чем-то из области фантастики. Однако Тина собрала все свое мужество и обратилась к руководству и медицинскому персоналу больницы. Она рассказала историю своей матери, о ее 20-летней дружбе с Бронвен, о годах, отданных лошадям, и о том, что это единственное и последнее желание умирающего человека. То, что произошло дальше, показало: человечность и сострадание способны преодолеть любые инструкции. Врачи и санитары больницы не стали отмахиваться от просьбы Тины. Они увидели в этом не просто нарушение правил, а священный долг перед человеком, стоящим на пороге вечности. «Мы сделаем все, что в наших силах», — ответил главный врач, переглянувшись с медсестрами. «Если мы можем подарить вашей маме хотя бы минуту счастья, мы это сделаем». Служба ухода за больными скоординировала свои действия с родственниками и конюхами. Было решено: Бронвен вместе с несколькими другими любимыми лошадьми Шайлы привезут на специальном транспорте прямо к больничной парковке. А санитары аккуратно выкатят специализированную больничную кровать с Шайлой на свежий воздух. Этот день запечатлелся в памяти всех присутствующих навсегда. Небо было затянуто легкими облаками, на улице царила мягкая, умиротворенная прохлада. Санитары больницы бережно и осторожно вывезли пожилую женщину на каталке через автоматические двери больничного корпуса. Шайла лежала под белыми больничными одеялами, совсем маленькая, хрупкая, едва находившая силы держать глаза открытыми. Она казалась совсем бессильной, готовой вот-вот отбыть в иной мир. Но на парковке ее уже ждали. Возле спецтранспорта стояли лошади, среди которых возвышалась она, Бронвен. Едва колеса каталки зашуршали по асфальту парковки, Бронвен повернула голову. Лошадь замерла на секунду, вскинула уши и внимательно всмотрелась в фигуру, лежащую на больничной койке. В воздухе повисла звенящая тишина. Никто из медработников, родственников или прохожих не произносил ни слова. И тут произошло чудо, которое заставило сжаться сердца всех присутствующих. Бронвен не испугалась незнакомого места, шума машин и вида медицинского оборудования. Она сделала медленный, плавный шаг вперед, затем еще один. Лошадь ступала невероятно тихо и осторожно, словно понимая, насколько хрупка сейчас ее любимая хозяйка. Когда Бронвен подошла вплаживотную к каталке, Шайла, до этого момента едва находившая силы шевелиться, буквально засияла. Ее уставшее, измученное болезнью лицо озарилось неземным, глубоким светом счастья. На миг показалось, что все болезни и боль отступили перед лицом великой любви. Женщина с трудом подняла исхудавшую, дрожащую руку и из последних сил тихим, но удивительно четким и чистым шепотом произнесла имя своей любимой питомицы — Бронвен. Бронвен наклонила свою большую, красивую голову к самой кровати. Она замерла над Шайлой, внимательно вглядываясь в ее глаза, а затем медленно, с невероятной нежностью, уткнулась мягким бархатным носом прямо в щеку женщины, сделав глубокий, теплый выдох. Мама с большим трудом разговаривала в последний день, но она ясно позвала лошадь по имени и попросила поцеловать ее. Позже, сдерживая слезы, поделилась Тина. И Бронвен исполнила эту просьбу. Она наклонилась еще ниже и осторожно касалась губами лица Шайлы,
даря ей свой последний прощальный поцелуй. Это было не просто животное и человек. Это была встреча двух душ, между которыми не существовало преград. Видя эту сцену, никто из присутствующих не мог сдержать слез. Санитары, медсестры, привыкшие к человеческой боли и ежедневному страданию, плакали, не скрывая чувств. «Я так сильно плакала, и все медсестры тоже. Она получила утешение. Это было прекрасно», — со слезами на глазах рассказывала Тина. «У них с Бронвен были особые отношения. Мама ухаживала за этой лошадью около 20 лет, с тех пор, как Бронвен было всего 7. Всех нас эта картина очень тронула. Это был очень, очень важный момент». Шайла лежала, закрыв глаза, а ее рука покоилась на морде Бронвен. В эти секунды на ее лице пребывал абсолютный покой. Пропал страх, ушла мучительная боль. Она получила то, ради чего жила и за что держалась в свои последние дни. Возможность сказать прощальное «люблю» тому, кто был для нее настоящей семьей. Спустя совсем немного времени после этой встречи Шайла Марш тихо и мирно скончалась. Она ушла с легким сердцем, унося с собой теплоту дыхания своей любимой Бронвен. Эта история, разлетевшаяся по всему миру, оставляет после себя не горечь утраты, а светлое чувство надежды и восхищения. Животных действительно следует ценить и уважать. Они — наши младшие братья, способные на верность, преданность и любовь, которые часто превосходят человеческие возможности. Мы живем ради тех, кого любим. У настоящей любви нет границ, нет языковых барьеров и нет разделения на биологические виды. Животные становятся для нас родными, входя в нашу жизнь и оставляя в ней неизгладимый след. Шайла Марш не могла уйти из этого мира, не простившись с тем, кого любила больше всего. А люди, оказавшиеся рядом, ее дочь, врачи, медсестры, конюхи, проявили то высочайшее милосердие, которое и делает нас людьми. Пока в нашем мире есть место такой любви и такому состраданию, человеческая душа будет жива. И где-то там, за гранью нашего понимания, на бескрайних зеленых лугах, тихий женский голос снова зовет по имени свою верную лошадь, и та радостно бежит ему навстречу.